Привет, это Анатолий Капарцфаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 12-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 9 глава, которая называется «Бочки с контрабандой». В этом эпизоде мы постараемся разобраться в сложном межнациональном конфликте, узнаем, какое вино лучше всего покупать в Средиземье, и посочувствуем взломщикам, которые не могут выбраться наружу и вынуждены день за днем грабить один и тот же дом. Итак, в прошлой главе мы узнали, что Торин схвачен лесными эльфами и после короткого допроса у короля брошен в темницу. Как зовут этого короля? Как ни странно, Хоббит не дает нам его имени. Как, между прочим, не дает многих географических названий. Например, Эребор называется просто «одинокий герой». Почему? Частично, как мне кажется, потому что Толкин еще не вполне осознает, что действие сказки происходит в мире легенд, которые он писал со времен своей юности. А частично, потому что этот мир еще не до конца разработан, и, открывая для себя новые периоды истории этого мира, Толкин не совсем точно представляет его географию и хронологию, а также то, как новые действующие лица вписываются в общую картину мира. Говоря о короле лесных эльфов, мы узнаем его имя, Трандуил, только во «Властелине колец», да и то в хронологических приложениях к нему. Он родился в первую эпоху Средиземья, жил в Линдоне в начале второй, но вскоре ушел оттуда и основал королевство лесных эльфов в Зеленолесье, которое затем приобрело зловещее имя Лихолесье. Некоторые исследователи творчества Толкина, например, Джон Рейтлиф, однако отмечают, что в образе лесного короля есть как сходство, так и различия еще с одним персонажем легендариума, властителем королевства Дориат, Тингалом. Учитывая то, что во время написания «Хоббита» мифология Средиземья была в незавершенном состоянии, возможно, что Толкин еще не был полностью уверен, является ли король эльфов из «Хоббита» тем самым Тингалом или нет. Писатель сам признавался в письме Кристоферу Бретертону в 1964 году, что этот отрывок из «Хоббита» является аллюзией к ссоре короля Тингала, отца Лютьен, с гномами. Но в этом письме он говорит скорее об отсылке, которая дает ощущение исторической глубины. Поэтому, мне кажется, к образу владыки лесных эльфов следует относиться как к отдельному персонажу, действующему в похожей ситуации, в которой был Тингал. Кстати, а в какой? Мы уже упоминали в прошлый раз, что у эльфов и гномов очень сложная история взаимоотношений. Надо отметить, что в ранних легендах Толкина гномы всегда выступали как зловещие персонажи. Тут сказывается влияние их образа в скандинавских легендах. Только в «Хоббите» они становятся гораздо более симпатичными. Заметим, что не целиком положительными. У них есть также и свои отрицательные стороны. Но у кого нет? Итак, что за история? В «Хоббите» об этом рассказывается так. Дело в том, что эти эльфы в давние времена неоднократно воевали с некоторыми гномыми племенами, обвиняя их в краже эльфийских сокровищ. Однако было бы несправедливо умолчать о том, что гномы придерживались на этот счет иного мнения. Они утверждали, что всего-навсего взяли причитающиеся им по праву, ибо король отдал им в обработку золото и серебро, но впоследствии отказался платить за работу. В Сильмариллионе мы читаем следующее изложение событий. После падения эльфийского королевства Нарготронд величайшее творение гномов, ожерелье Наугламир, попадает в руки Тингала, и он хочет вправить на него знаменитое творение эльфов Сильмарилл. Для этого он призывает мастеров-гномов, которые гораздо искуснее в ювелирном мастерстве. Но когда гномы увидели творение своих предков, они исполнились великой жаждой овладеть сокровищами и унести их в подгорные свои жилища. Однако они скрыли свои мысли и принялись за работу. Когда дело было завершено, Тингал, бывший один среди гномов, попытался взять Наугламир и застегнуть его у себя на шее. Но гномы мгновенно выхватили у него ожерелье и потребовали, чтобы он отдал его им, потому что он не имеет на это ожерелье права. Тингал, не придав значения опасности, с презрением велел им убираться из его королевства без оплаты. Это, конечно же, вызвало великий гнев у гномов. Они обступили его и убили. Однако бежать из Дориата удалось лишь двоим, и то без ожерелья с камнем. Выжившие сказали своему королю, что Тингал просто не желал им платить за работу, и потому велел всех убить. Тогда гномы собрали большое войско, пришли в Дориат и после кровопролитной битвы разорили его.
Мы видим здесь, что эльфы в этой истории выглядят достойнее, но гномы тоже видят себя правыми в своих глазах. Это сокровище их работы. По их мнению, оно попало в руки эльфов случайно, и поэтому должно быть возвращено в руки своих исконных владельцев. В то же время поведение Тингала тоже характеризуется гордостью и неуступчивостью. В схожем виде рассматривает ситуацию пленения гномов лесными эльфами и специалист по Толкину Кори Уолсон. Каждая из сторон видит события со своей перспективы. Эльфы считают, что гномы пытались на них напасть 3 раза во время их праздника. Мы знаем, что это было не так, но Трандуил помнит события древности, когда гномы разорили Дориат, и он подсознательно интерпретирует их поведение как враждебное. К тому же гномы хранят молчание по поводу цели их путешествия, поэтому можно понять подозрительность эльфов. С другой стороны, гномы шли по своим делам, совершенно не планируя причинять какие-либо неудобства эльфам. Единственная причина, по которой они вынуждены были просить помощи у эльфов, это их отчаяние из-за того, что они потеряли дорогу и голодали. И я думаю, что для народа гномов решение смирить свою гордость и просить о помощи тоже далось нелегко. А вместо сочувствия их бросают в темницу как врагов. Когда я впервые читал «Хоббита», я, естественно, ассоциировал себя с Бильбо и его коллегами, видя события их глазами и негодуя на несправедливость эльфов. Но если мы внимательно читаем этот эпизод, даже без знания давних легенд, мы видим, что и гномы, и эльфы чувствуют себя жертвой в данном конфликте. Толкин дает нам понять, что эльфы не просто еще один враг, которого гномы должны каким-то образом победить. Эти два народа могут и должны быть друзьями, а их конфликт основан на трагическом недоразумении, которому способствует гордыня обеих сторон. Таким образом, мы можем понять и тех, и других. Тем не менее, положение Бильбо в данный момент обязывает его к тому, чтобы каким-то образом спастись самому и спасти гномов. Теперь он может действительно почувствовать себя важной особой, так как даже Торин передает послание остальным гномам, чтобы те ничего не говорили эльфам, покуда остается хоть какая-нибудь надежда вырваться из плена иным способом. Другими словами, покуда высокочтимый господин Бэддинс-невидимка, о котором Торин теперь был самого высокого мнения, не придумает какой-нибудь хитроумный способ избавления. Конечно же, поначалу бремя ответственности тяготит нашего хоббита, тем более он сам вынужден скрываться от эльфов в темных уголках дворца, чтобы на него случайно не наткнулись, и потихоньку брать что-нибудь со стола или из кладовок, пока никто не видит. И чувствует он себя преотвратительно. Точь-в-точь грабитель, который не может уйти и вынужден изо дня в день таскать по мелочам в одном и том же доме, думает он. В конце концов, он обнаруживает, что главные ворота не единственный выход из дворца, и что через другие ворота в подземной речке эльфы сплавляют различные грузы в бочках. Запасной выход есть. А вскоре предоставляется и возможность, когда эльфы устраивают большой пир, для которого привозят выдержанное вино высшего качества с плантацией Дорвиньона, так что пить его следует только из небольших кубков. Так как география мира у Толкина постоянно менялась, сложно сказать, что он имел в виду под названием Дорвиньон. В его эпических поэмах 20-х годов это были края на палящем юге. В другом тексте, середины 30-х годов, Толкин упоминает это имя, подразумевая, что оно находится за морем, на острове Тол-Эрессеа, который в это время был вынесен за груди мира, будучи чем-то схожим с островом Блаженных, мифологическим раем. В таком случае это объяснило бы, почему это вино имело такой сильный и опьяняющий эффект. Но все-таки, скорее всего, окончательным вариантом следует считать расположение Дорвиньона на карте Средиземья, нарисованной Паулиной Бэйнс с помощью самого Толкина и изданной в 1970 году. Там он находится к юго-востоку от королевства эльфов, на северо-западном берегу моря Рун, в которой как раз впадает река Бегущая. Все сходится с географической точки зрения. И вот это сильное вино королевский виночерпий и начальник стражи собирается попробовать. Исключительно для того, чтобы проверить, годится ли оно для королевского стола. Только вот начали они его пить из больших кувшинов, а не из маленьких кубков. Вы понимаете, на что я намекаю? На то, что и на этот раз удача не отвернулась от Бильбо. А далее автор подчеркивает, необыкновенная удача сопутствовала Бильбо. Но Бильбо не является пассивным носителем удачи, делающий все за него. Как и раньше,
Она готовит ему путь, но он должен использовать свою собственную находчивость и смелость, чтобы воспользоваться предоставленной ему возможностью. Что он и делает, сплавляя гномов вниз по реке в бочках и сам оседлав одну из них. А я, Анатолий Акапарцфаль, который был с вами на прямой связи из пещеры короля Трандуила, ненадолго расстаюсь с вами, потому что мой мобильный сигнал уже очень слабый, и мы встретимся вновь уже в Озерном городе. Там мы узнаем, чем вдохновлялся Толкин при его описании, получим новости о Гэндальфе и подумаем, почему Бильбо было не до веселья. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете обычно присылать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Кстати, не забывайте об обещанном эпизоде, посвященном ответам на ваши вопросы. Любые вопросы. Так что все, что вы хотели знать о Толкине и его творчестве, но стеснялись спросить. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулея. Попутного ветра.